Если вы включили это видео до выхода фильма, поздравляю, вы в числе тех, кто не хочет сидеть в кино и гуглить по ходу фильма, а кто эта призрачная баба? Или почему у этого мужика истерика из-за щита? Ну или вы преданный ценитель и фанат канала, за это вам мое уважение и почтение, а также упоминание лучших комментариев, сами знаете где, ссылки внизу. Ну а если фильм уже вышел и вы смотрите это постфактум, то делитесь в комментариях, кто запомнился, кто бесил, кто по-вашему вообще не заслужил быть в составе, а кто заслуживает сольник. Данный ролик я опять-таки посвящаю всем тем, кто не шарит за лор или идет в кино с альтушкой-фанаткой, ну или просто для тех, кто хочет освежить свою память, не задаваясь потом вопросами, а почему те или иные герои так или иначе поступали. Чуваки, все для вас. Без спешки, но и без занудства. Я расскажу вам краткую историю всех 7 участников будущей команды строго в рамках КВМ. Ну а если видосик наберет много-много-много лайков, на что я очень сильно рассчитываю, а также монтажеры, которые не видели света 3 года, то выпустим расширенную версию, где охватим уже только комиксную часть. И да, вы наверняка спросите меня: Максик, а почему 7? Их же вроде 6. А я отвечу вам тем, что скорее всего Боб, а.к.а. Часовой, также вступит в команду, хоть и временно. Короче, устраивайтесь поудобнее, с вами как всегда у микрофона Макс, не забывайте подписываться везде, где только можно, на наш канал я имею в виду. Ну а я вам сейчас расскажу, что за чертовщина творится в личных историях Призрака, Уокера, Беловой и остальных. Ну что ж, мы поехали. Думаю, стоит начать, как всегда, с общего понимания, кто такие громовержцы. Если особо не углубляться в корень, то это ответ Marvel на отряд самоубийц DC. И там антигерои, их контролирует злобная тетка, они работают на правительство, должны остановить опасное оружие, вначале между собой ругаются, но потом становятся командой, ну и так далее. В комиксах же громовержцы впервые появились в январе 1997 года в комиксе «Невероятный Халк», выпуск 449. На первый взгляд, это новые герои, пришедшие на помощь миру после исчезновения Мстителей. Но на деле это был твист. Настоящие личности участников оказались суперзлодеями, переодетыми в героев. Создатель и лидер оригинального состава барон Гельмут Зема, который собрал команду злодеев из команды мастеров зла и выдал их за героическую команду громовержцев. Главный план — использовать общественное доверие, чтобы получить власть. Но многие из участников внезапно начали наслаждаться тем, что быть героем — это неплохо, и команда начала реально меняться. Именно переход от зла к добру стал их фишкой. На данный момент это самая нужная информация по команде для общего понимания картины. Более подробно я расскажу в расширенной версии, сами знаете за что. Также у вас, скорее всего, возникнет вопрос: а про что сам фильм? Я, конечно, в этом не эксперт, и свои мнения уже подробно рассказали мои коллеги, но если максимально вкратце. Злая тетка собирает антигероев, чтобы остановить часового, но в тот момент это будет темный часовой, которого зовут Войд, или Пустота на русском. У него будут просыпаться воспоминания о том, что он по идее хороший, а так как по всем параметрам Войд сильнее всех их вместе взятых, громовержцы будут рассказывать ему свои истории, и что у каждого есть шанс на искупление. Темный часовой это поймет и станет снова часовым. Опять-таки, это лишь предположение, и если я ошибся, давайте пошвыряем в меня камни в комментариях. И по итогу громовержцы восстают против злой тетки и даже, возможно, называют свою команду темными мстителями. Да, такое было в комиксах, когда главным был Норман Осборн. Теперь, думаю, точно все, и можно переходить к самим членам команды, и начать, думаю, стоит с новичков, которые вместе появились в фильме «Черная вдова». Елена Белова. Вроде как новая черная вдова, с которой мы впервые познакомились в фильме с аналогичным названием. Вроде как шпионка, вроде как убийца, вроде как сестра Наташи. Но для многих старых фанатов она просто зумерша, пришедшая на замену Наташе. Детство у нее, впрочем, как и у Наташи, было не из простых. Многие дети в 3 года играют в песочнице, а вот Елена Белова уже была частью теневой шпионской операции под названием «Красная комната», а это, если что, русская программа по созданию идеальных убийц. Элита, без чувств, без эмоций, только приказы, только девушки. Над этим всем стоял генерал Дрейков, местный доктор зла, держу в курсе. Елена была внедрена в США, в штат Огайо, вместе с Наташей Романов. Те прикидывались дочерьми шпионов Алексея Шестакова, Красного Стража, а он, если что, следующий наш герой рассказа, и Милены Востоков. Елена, будучи ребенком, верила, что у нее есть настоящая семья, и вот тут начинается самое трагичное. Для нее это было самое лучшее время, а потом они всей семьей срочно покидают Америку и летят на Кубу, дружественную страну Советского Союза. После возвращения в СССР Елена, как и Наташа, попадают в жернова красной комнаты. Только если Наташу ломали психологически, то Елену уже программировали химически. Эмоции выжигались химией. Она выживает там, где 95% не справляются. Становится элитным агентом и продолжает жить в этом аду, пока случайно не попадает под действие антидота, который разрушает ее контроль. Именно тогда она просыпается.
Впервые, по-настоящему. После освобождения Елена делает то, что, казалось бы, делает каждый освободившийся агент Марвел. Пишет Наташе. Встречаются они в Будапеште, да-да, в том самом, где Елена рассказывает, что Красная комната жива и здорова. Что бы сделали адекватные люди в тот момент? Написали бы Кэпу, я не знаю, даже учитывая, что он находится в розыске, или позвали бы еще кого-нибудь из старых друзей на крайний случай. Ну а наши сестренки, уверенные в собственных силах, вытаскивают из сибирской тюрьмы своего лже-отца Красного Стража, находят Милену, устраивают семейную сходку, а затем штурмуют базу. Звучит как забракованный сценарий фильма «Форсаж». В кульминации мы имеем следующий сюжет. Елена освобождает всех черных вдов, Наташа спасает сестру, а Дрейков умирает, как и полагается злодею, в огне и пафосе. Но не успела Елена насладиться свободой, как Танос, щелчок, 5 лет исчезновения. Когда она вернулась, все уже изменилось. И больше всего Наташи больше не было. Она пожертвовала собой, чтобы вернуть всех, включая Елену. На фоне скорби появляется Валентина Алегр де Фонтейн, а это, если что, та самая злющая тетка и также член организации, которые интересовались в создании и продаже сывороток для суперсолдат. Она внушает Елене, что во всем виноват Клинт Бартон. Мол, Наташа умерла из-за него, тоси-боси, и вообще Клинт имел вид и не только на Наташу. Елена, охваченная болью, гневом и, честно говоря, дезинформацией, соглашается устранить Бартона. Она вылетает в Америку, дерется с Клинтом и Кейт Бишоп, устраивает типа зрелищные файты, спарринг, слезы, злость. Она не может поверить, что Наташа ушла добровольно, но Клинт свистит тем самым сигналом, который знали только она с Нат, и сердце Елены наконец сдается. Она верит и прощает, и уходит. Елена Белова не просто замена. Хотя всегда будут те, кто будут помнить Наташу, у Елены, возможно, другой путь. И пусть он тернистый, но в «Громовержцах» мы узнаем, куда он приведет. И как минимум у нее еще остался отец. Кстати, о нем. Тот самый лже-отец Алексей Шостаков, человек-легенда. В Советском Союзе его знали как Красного Стража. Наш советский ответ на Капитана Америку. Единственный советский суперсолдат, созданный в результате эксперимента, вдохновленного американской сывороткой. Он участвовал в боевых операциях времен Холодной войны, получал медали и даже стал героем для детей. С фигурками, комиксами и постерами. Но за мускулами и громким именем скрывался совсем не идеальный герой. После распада Советского Союза он оказался никому не нужен. Слишком сильный, слишком опасный, но и слишком преданный, чтобы уйти в тень. Именно тогда его пути пересеклись с генералом Дрейковым, главой Красной комнаты, и Алексей стал его инструментом. В 1992 году Шестаков получает новое задание – внедриться в американский штат Огайо под прикрытием, стать главой фиктивной семьи, которая на деле выдрессированная ячейка шпионов, и это причем не шутка. Его жена Милена Востоков – опасная вдова, а их дочери Елена и Наташа – будущие смертоносные агенты Красной комнаты. Несмотря на миссию, то время, которое он провел с фальшивой семьей, оставили в Алексее настоящий след. Он привязался к девочкам, заботился как мог, и что уж там, даже немного почувствовал себя настоящим отцом. Но все закончилось в 1995 году, когда щит начал приближаться к их следу. Алексей срывает маски, устраивает побег и под прицелом отстреливаясь уносится с семьей на самолете. Так они оказываются на Кубе в руках Дрейкова. Девочек усыпляют, а Алексей что? Правильно, его отдают в тюрьму. Годы спустя его находят его дочери в российской тюрьме. Он по-прежнему строит из себя героя, рассказывает истории о сражениях с Капитаном Америкой, который, вероятно, выдумал. И вот, долгожданный момент. 16-й год. Наташа и Елена устраивают дерзкий побег, чтобы вызволить приемного отца. Он, конечно, не делает это тихо. Вместо незаметного ухода поднимает бунт, ломает двери, сражается с охраной, вызывает лавину. В общем, устраивает эпичный хаос, как истинный герой. Ну, по крайней мере, в его голове. Но его спасают. И вот уже в вертолете он счастливо обнимает дочек, а те смотрят на него как на грустного клоуна из прошлого. Их отношение к нему холодное и ироничное. Но Алексей не сдается. Как говорится, наш герой не сдается. Слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он смотри. Простите. Он все еще надеется восстановить утраченную связь и доказать, что достоин быть для них отцом. Пусть даже через странные комплименты вроде «Я горжусь вами, вы такие убийственные». Затем Алексей, Наташа и Елена прибывают в дом Милены. Пока женщина готовит еду, Алексей находит свою старую форму и надевает ее. За ужином Милена рассказывает, что под прикрытием щита в Северном институте на самом деле действовала Гидра, занимавшаяся созданием Зимнего солдата. Она также продемонстрировала свои собственные эксперименты по контролю разума на свинье по кличке Алексей, заставив животное задержать дыхание. Спор за столом вспыхнул, когда Наташа назвала их семью не настоящей, а Елена, почувствовав боль, ушла из-за стола.
Алексей последовал за ней и попытался утешить. Несмотря на холодный прием, он рассказал ей о случае из детства, когда отец спас ему руки во время рыбалки. Затем он спел песню American Pie, которая растрогала Елену. Неожиданно в дом ворвались агенты Дрейкова. Шестаков хотел защитить дочерей, но получил огромное количество дротиков с транквилизатором и потерял сознание. Очнувшись, он понял, что находится в летающей крепости, новой красной комнате. Там, на борту, его снова усыпили. Проснувшись уже в тюремной камере рядом с Наташей, Алексей попросил у нее прощения. Однако оказалось, что это была Милена, переодетая при помощи маски, а Наташа уже проникла в офис Дрейкова, чтобы разоблачить его. Вскоре Алексей столкнулся с Таскмастером, бойцом, способным повторять любые боевые приемы. Красный страж вступил с ним в схватку, но потерпел поражение. От тотального проигрыша его спасла Милена, вовремя вмешавшись, заперла противника в одной из камер. Алексей и его фиктивная жена направились к самолету, где ждали Наташу и Елену. Когда ангар начал разрушаться, они были вынуждены вылететь. Тем временем Наташа и Елена уничтожили красную комнату, избавились от Дрейкова и освободили черных вдов, включая Антонио, а это, если что, Таскмастер, чье сознание находилось под контролем. После этого вся семья воссоединилась. Алексей признал, что снова все испортил, но теперь все четверо наконец-то нашли взаимопонимание. Когда к Наташе прибыл госсекретарь Росс, Алексей, Милена и Елена улетели вместе с черными вдовами, пообещав Наташе, что будут сражаться на ее стороне. Тут, кстати говоря, мы плавно переходим на Таскмастера, которого я упомянул чуть ранее. Когда-то она была просто ребенком. Антония, дочь генерала Дрейкова, главы печально известной красной комнаты, той самой, где десятки девушек превращались в хладнокровных убийц, известных как черные вдовы. Но ее жизнь разрушилась в один день. Наташа, а.к.а. черная вдова, еще до того, как стала мстителем, использовала Антонию как приманку, чтобы добраться до ее отца. Решив, что цель оправдывает средства, Наташа приказала Клинту Бартону взорвать здание, в котором находился Дрейков и его дочь. Наташа думала, что убила и его, и Антонию. Это решение преследовало ее годами. Но Дрейков выжил, и, как оказалось, Антония тоже. Правда, уже не в прежнем виде. Девочка получила тяжелые травмы, в том числе и повреждения мозга и ожоги лица. И вместо того, чтобы спасти дочь, Дрейков сделал из нее оружие. С помощью импланта в голове он восстановил ее подвижность, но одновременно превратил ее в послушную марионетку. Так родился проект Таскмастер. Человек, способный воспроизводить любые боевые стили, просто наблюдая за ними. Она видела, как сражаются мстители, и теперь могла повторить каждое их движение с пугающей точностью. Но все это не ее выбор. Она была заложницей собственной памяти и технологий, внедренных в ее разум. Ее использовали только для опасных миссий, когда шансов на выживание у врага практически не оставалось. В 2016 году она была отправлена по следу редкого противоядия, способного разрушить ментальный контроль красной комнаты. Ее цель была Елена Белова. Так началась охота. От Норвегии до Будапешта. По улицам, крышам и станциям метро. Таскмастер шел по следу, без эмоций, без слов. Только приказ и действие. Но в этом хаосе был шанс. Наташа, Елена, Алексей и Милена, их псевдосемья, решила раз и навсегда покончить с красной комнатой. И когда наступила финальная битва, Наташа узнала страшную правду. Таскмастер — это Антония. Девочка, которую она когда-то считала жертвой. Девочка, которую она пыталась убить. В результате сражения и побега Наташа находит способ спасти Антонию. Освободив ее от контроля отца, первое, что та спрашивает после пробуждения, он ушел, и на этот раз да. Отец, что превратил дочь в машину для убийства, был уничтожен, а сама Антония наконец стала свободной, впервые за всю свою жизнь. Окей, с персонажами из Черной вдовы мы закончили, и у нас остался старый вояка с огромной историей, просто вояка, который не выдержал нагрузки общества, девочка, пронизываемая квантовой энергией, и Боб. Так что давайте я расскажу про девочку. Да, кстати, небольшой спойлер, возможно, Таскмастер умрет вначале, чтобы показать силу Войда, или в целом откажется от такого задания. Теперь точно переход. Ава Стар. На первый взгляд опасный и загадочный враг. Но за этим именем скрывается не суперзлодей, а девушка, которую всю жизнь буквально разрывает на молекулы. Ава родилась в семье ученого Элиса Стара, работавшего на организацию Щит. Он мечтал о великом, но после конфликта с Хэнком Пимом решил пойти своим путем и начал проводить опасные эксперименты с квантовой энергией. И однажды все пошло не так, туннель взорвался. Родители Авы погибли, а сама она получила крайне редкое и мучительное состояние. Ее тело перестало быть стабильным. Она начала непроизвольно становиться прозрачной, терять плотность, проходить сквозь стены и испытывать постоянную боль. Представь, будто каждую секунду ты распадаешься и собираешься заново. Щит же увидел в ней живое оружие. Ее обучили, дали костюм, стабилизирующий ее молекулы, и отправили выполнять задания. Шпионаж, кражи, устранение и так далее. За надежду на исцеление она служила без колебаний. Но надежда оказалась ложной. Когда щит развалился, ее приемный отец, ученый Билл Фостер, это если что Голиаф, снова забрал ее под свою опеку. Он
Он пытался найти способ спасти ее. Единственный шанс — квантовая энергия, и Ава была готова на все. Когда Хэнк Пим вместе с Хоуп и Скоттом Лэнгом начали разработку квантового туннеля, Ава попыталась использовать их работу для собственного спасения. Она украла лабораторию, сражалась с осой Человеком-муравьем, почти похитила дочь Лэнга, и все это ради выживания. Ее отчаяние доходило до предела. Она была готова даже убить Джанет Ван Дайн, чтобы забрать из нее энергию. Но в самый критический момент Джанет вернулась из квантового мира и вместо мщения коснулась Авы и поделилась с ней энергией, стабилизировав ее состояние. И в этот миг мы увидели не монстра, а человека, который прошел ад и только тогда наконец смог вздохнуть. После этих событий Ава ушла в тень, но ее история на этом не закончилась. Сейчас она часть отряда громовержцев, не как призрак прошлого, а как человек, получивший второй шанс. Следующего члена команды громовержцев кто-то считает героем, кто-то позором щита, а для кого-то он просто человек, которого втянули в слишком большую игру. Джон Уокер, бывший солдат, образцовый офицер и настоящий патриот, прошедший через ад военных операций и получивший множество наград за храбрость. Он тот, кто был готов отдать все ради своей страны и, может быть, отдал слишком многое. После службы он не просто ушел в отставку, он стал символом, или, по крайней мере, попыткой создать нового символа. Человека, способного вдохновлять, сражаться и не отступать. Но когда на тебя навешивают мантию легенды, не каждый выдерживает ее вес. И он бы стал идеальной заменой Капитана Америки, если бы за всей этой мощью не скрывался человек с надломом, с внутренними демонами, и это делает его особенно интересным. Он не идеален, он не святой, но он верил, что делал что-то правильное, даже если для этого приходилось идти по лезвию ножа. Сегодня он носит другой костюм. У него новая миссия, новая цель и новое имя. Агент США. Человек, который больше не пытается быть Капитаном Америкой. Он просто делает то, что считает нужным. И вот его история. Все мы помним момент, когда постаревший Стив Роджерс отдает мантию и щит Капитана Америки Сэму Уилсону. Тот, в свою очередь, отказывается, боясь такой ответственности, и отдает все это в университет. Вроде бы все логично, но для чиновников и государства у США должен быть Капитан Америка. И вместо того, чтобы кланяться в ножки белому волку или соколу, они что-то подумали, посидели, почесали репу и решили создать своего национального героя. Так появился новый Капитан Америка Джон Уокер. Он появился на арене как человек с идеальной биографией. Медали, миссии, служба в спецназе. Он не просто был парнем с хорошими намерениями, он олицетворение военной машины США. Вылизанный, подготовленный, послушный. Но была одна проблема. Он не был Стивом Роджерсом. И публика это чувствовала. А Сэм Уилсон и Баки Барнс тем более. Уокер начал с турне доброй воли, позируя для прессы, бросая мяч на стадионе, вручая автографы. Все это выглядело фальшиво. Его появление вызывало раздражение, особенно у тех, кто знал, что этот костюм и щит должны были достаться не ему. Но настоящая проверка наступила в бою, когда Уокера вместе с напарником Лемаром Хоскинсом отправили остановить радикальную группу флэксмэшеров. Он впервые столкнулся с противником, которому был не готов. Его выкинули из грузовика как щенка, и пока Сэм и Баки пытались разобраться с ситуацией, Уокер уже чувствовал, его звезда меркнет еще до того, как по-настоящему засияла. Он попытался наладить контакт, протянул руку Сэму и Баки, но те отвергли ее. Они не видели в нем лидера, видели копию. И Уокер почувствовал это впервые. С каждой встречи с героями прошлого он все острее осознавал. Его уважают не за действия, а за погоны. Он с завистью смотрел, как Сэм и Баки работают бок о бок с бароном Зема, а сам оставался связанным уставами, ограничениями и камерами новостей. Он выследил их в Латвии, и когда группа получила наводку на похороны союзницы Карли, Уокер снова оказался рядом. Но теперь он был другим, нервным, раздраженным, искаженным, на пределе. Сэм попросил 10 минут поговорить с Карли, и Уокер согласился, но каждая секунда казалась вечностью. Он клокотал от чувства бессилия. Когда он попытался пройти, и его остановил Баки, Уокер процедил: с сывороткой все проще. Он смотрел на Баки как на живое доказательство. Вот что нужно, чтобы выигрывать. Ты сможешь жить с тем, что Сэм погибнет? И Баки отступил. Уокер ворвался в зал, прервал переговоры Сэма и Карли, и все пошло по наклонной. Карли сбежала. Сэм сорвался на крик, и все шансы на мирный диалог исчезли в одно мгновение. А потом Уокер нашел Зема. Барон с хладнокровием топтал флаконы сывороткой один за другим. Уокер метнул щит, сбив Зема с ног, и когда все отвернулись, поднял последний флакон и забрал его себе, на всякий случай. Когда он снова встретился с Сэмом, Баки и охраной короля Ваканды, Уокер решил показать, кто тут главный, но это была ошибкой. Два воина Ваканды, две женщины разложили его по частям, даже не используя сыворотку. Его щит бесполезен, его гордость растоптана. Даже Баки и Сэм выглядели неловко, когда встали на его сторону. Зем сбежал, а Уокер смотрел вслед, сжав кулаки. «Они даже не суперсолдаты», — прошептал он. И внутри этого человека окончательно
окончательно сломалось что-то важное. После унизительного поражения от женщин и бегства Зема, Джон Уокер оказался на сломе. Он больше не чувствовал себя героем, он чувствовал себя посмешищем. Вокруг него были сверхлюди, легенды. Даже воины без сыворотки уделали его. Все, что у него оставалось, это ярость и флакончик, аккуратно спрятанный в нагрудном кармане. Он обсудил это с Лимаром, спросил в лоб: «Ты бы принял ее?» Хоскинс, не задумываясь, ответил в мгновение ока «да». Он верил в Уокера, говорил, что сыворотка лишь усиливает то, что внутри, и если Джон был храбр до нее, станет храбрее после. И в этот момент внутри Уокера щелкнуло. Он не мог больше быть просто человеком. Он ввел в себя сыворотку. И сила пришла. Сила, скорость, рефлексы и тень, которая закралась в его разум. Джон Уокер стал сильнее, но не лучше. Он стал опаснее. Во время очередного столкновения со флэг-смешерами все пошло не по плану. Карли похитила Хоскинса, Уокер был на грани, он ворвался в бой, яростный, беспощадный, сжимая щит так, будто он был продолжением его руки. Но когда Лимар попытался спасти его от удара, Карли обрушила на него кулак. Один, сверхчеловеческий. Лимар отлетел, ударился об колонну и замер. Комната замерла вместе с ним. Несколько секунд тишина. Джон упал на колени, потрясенный, пытался нащупать пульс, понимая, что его лучший друг уже мертв. А потом наступает темный момент. То, чего боялись даже те, кто защищал его. Он выбегает на улицу, находит одного из смешеров, того, кто даже не был виновен. Он срывает на нем весь гнев на глазах у толпы, под объективами телефонов. Он бьет его щитом снова и снова, удар за ударом, пока асфальт не покрывается кровью, пока щит, символ чести и надежды, не превращается в орудие казни. В одно мгновение Джон Уокер убил не только человека, он убил образ Капитана Америки. Он скрылся, потрясенный тем, что сделал, но внутри себя не раскаивался. Его встретили Сэм и Баки. Пытались поговорить, забрать щит, но он не дал. Он дрался как зверь, разорвав Сэму крылья и ударив Баки с такой силой, что того вырубило. Только вдвоем они смогли прижать его к колонне и сломать руку, чтобы наконец вырвать из его пальцев щит, который он больше не заслуживал. На суде его уволили с позором, без званий, без наград, без льгот. Только память о том, кем он мог быть, если бы выбрал другой путь. Но у истории Джона Уокера был запасной маршрут. К нему подошла Валентина Аллегро де Фонтейн. Она не осудила его, наоборот, предложила работу. Сказала: в мире уже есть Капитан Америка, а теперь нужен кто-то другой, кто не боится запачкать руки. Вернувшись домой, Уокер выковывал себе новый щит. Грубый, тяжелый, с приваренной внутри медалью, как напоминание о том, кем он был или кем хотел быть. В Нью-Йорке он вернулся в бой против Карли, против ее команды. Но в решающий момент, когда нужно было выбирать, мстить или спасать, он выбрал второе. Помог спасти грузовик с заложниками. Возможно, впервые за долгое время он совершил героический поступок. Затем он пропал со всех радаров, и хотя в глазах людей он остался злодеем, для Валентины он стал ценным активом. Новый костюм, новое имя. Так родился агент США, чья история продолжится в «Громовержце». Наконец мы дошли до старичка, до того, кто видел и участвовал в событиях, о которых остальные члены громовержцев лишь слышали. Он родился в 1917 году, пережил Вторую мировую войну, стал живой легендой холодной войны и до сих пор выглядит моложе, чем ты после тяжелой недели. Его зовут Джеймс Бьюкенен Барнс, но весь мир его знает под другим именем – Зимний солдат. В прошлом лучший друг Капитана Америки, в промежутке опаснейший убийца на службе Гидры, а сейчас человек, который изо всех сил пытается искупить то, кем его заставили быть. Его история — это не просто хроника героизма и предательства, это путь человека, у которого отняли все — имя, волю, душу. Но он все же нашел в себе силы начать все заново. Баки не обычный суперсолдат. Его улучшенная физиология позволяет ему сражаться на равных с Капитаном Америкой и даже не отставать от Черной Пантеры. Он сильнее, быстрее, выносливее любого обычного человека. Его бионическая рука — настоящий разрушительный инструмент, способный одним ударом выломать двери, отбивать щиты и обезоруживать врагов. А еще эта рука была создана в Ваканде. И если что, может быть спокойно отключена ваканцами. Он мастер рукопашного боя, стрелок с военной подготовкой, пилот, разведчик и при необходимости человек, который исчезнет до того, как ты моргнешь. Он не бессмертен, но он умеет выживать там, где другие сдаются. Даже после смерти он возвращался. И да, ему официально 106 лет, и он это учитывает даже с учетом скачка. Когда-то он был призраком спецслужб, сказкой на ночь для агентов ЦРУ. Теперь он один из самых человечных персонажей во всей киновселенной Марвел. Внутри него живет боль, стыд, долг, вина и тяжесть утраты. Но все это делает его только сильнее. И теперь он возвращается не как солдат, а как громовержец. Что же
же с историей, спросите меня, а я с удовольствием вам расскажу. Материала про него много, вспоминать есть что. Задолго до того, как он стал самым опасным призраком в истории Марвел, он был просто парнем с улицы. Старший из 4 детей, он с детства научился стоять за слабых, в прямом смысле. Именно он когда-то вытащил из драки щуплого паренька по имени Стив Роджерс. Кто бы знал, что это будет начало самой легендарной дружбы во вселенной Марвел. До войны Баки был чемпионом по боксу и по сути единственным, кто поддерживал Стива, когда тому отказывали в армии. Но в отличие от своего хрупкого друга, Баки прошел отбор и ушел на фронт. На войне он сражался в составе 107-го пехотного полка, того самого, где когда-то служил отец Стива. Но именно в бою с Гидрой Баки попал в плен. Там, в глубине базы, он стал объектом первых экспериментов. Его начали готовить к роли, которая навсегда изменит его жизнь. К счастью, Стив уже был Капитаном Америка и пришел за своим другом. Освобождение пленных, встречи с Красным Черепом, Арнимом Золы и, конечно, воссоединение друзей. С этого момента Баки не просто стал солдатом, он стал одним из воюющих командос, элитной команды под руководством Кэпа. Но все изменилось в 45-м. Зола ехал на поезде. Баки и Стив приземлились на поезд. Но Гидра не дремала, Баки получил выстрел из оружия, сделанного на технологии Тессеракта, и сорвался с поезда в пропасть. Стив попытался спасти его, но не успел. Мир решил, что Баки погиб. Но это было только начало кошмара. Баки выжил, но то, что от него осталось, стало собственностью Гидры. Поврежденная рука заменена на металлическую. Личность стерта. Его больше не звали Баки. Его звали Зимний Солдат. Он не старел. Он не жил. Его замораживали между миссиями. 70 лет убийств. 70 лет как легенда, которую никто не мог поймать. Для одних он миф, для других кошмар. Среди наемников его называли призраком. Он работал чисто, без следов. Его цель — устранение угроз Гидры. Когда он снова встретил Стива уже в 21 веке, он не узнал его. Но что-то внутри дрогнуло. Щит. Голос. Имя Баки? Спросил Стив, и монстр на мгновение замер. Впервые за десятки лет его мозг дал сбой, потому что где-то там, под слоями боли, все еще был Баки Барнс. Он не сразу вернулся. Была еще борьба как снаружи, так и внутри, но именно в нем раскрывается главная трагедия громовержцев. В этом мире не все герои стали героями по своей воле. Некоторые просто хотели жить и не смогли. После побега из Вашингтона Зимний Солдат вернулся в штаб-квартиру Гидры. Пока врачи восстанавливали его поврежденную металлическую руку, у него начали всплывать отрывки воспоминаний. Падение с поезда Золы, эксперименты по установке протеза. Эти образы довели Барнса до ярости. Он ударил врача, восстанавливающего его руку. Когда он немного пришел в себя, прибыли агенты Гидры. Пирс допросил Баки о ходе его миссии, но тот молчал. В ответ Пирс ударил его по лицу. Барнс лишь сказал, что узнал Стива Роджерса. Пирс проигнорировал эмоциональный отклик и приказал стереть память Барнса с помощью электрошока, чтобы полностью подчинить его Гидре. Барнса привязали к стулу, вставили защитную капу и подали ток. Он кричал от боли, пока Пирс спокойно покидал комнату. Когда же Гидра начала реализацию проекта Озарения, это если что захват базы Щит для уничтожения всех потенциальных противников, Капитан Америка и его союзники прибыли, чтобы остановить их. Гидра снова активировала Зимнего Солдата, чтобы устранить Стива. Баки успешно сбил Сокола и переключился на Капитана. Стив пытался напомнить другу о прошлом, отказывался драться и даже пытался его спасти. Но промывка мозгов оказалась сильнее. Баки не узнавал Стива и продолжал нападать. Роджерс, избитый и окровавленный, произнес: «Я с тобою до конца». И это была фраза, которую Баки сказал ему десятилетия назад. Что-то дрогнуло. Он остановился. Корабль рухнул в реку. Баки прыгнул за Стивом, вытащил его на берег и исчез. Барнс вернулся в штаб-квартиру Гидры, но в этот раз едва не напал на ученых. Он начал осознавать, что больше не хочет быть их орудием. Затем он отправился в Смитсоновский институт, где в галерее Капитана Америки нашел мемориал самому себе. Эти фрагменты прошлого помогли ему установить личность. Переехав в Румынию, Баки устроил себе скромное убежище. Однако спустя 2 года его обвинили в теракте в Вене, в котором погиб король Ваканды Тчака. Капитан Америка выследил его в Бухаресте, но вскоре туда ворвался спецназ, а следом и Тчала, это, если что, Черная Пантера. Баки был задержан вместе с Роджерсом и Соколом. Во время допроса психиатром, на самом деле это был замаскированный Гельмут Зема, Барнс был снова активирован с помощью кодовых фраз. Он прорывался сквозь охрану и напал на Роджерса и Уилсона. В итоге Стиву удалось его обезвредить, и Баки, придя в себя, признался: Зема хотел, чтобы он раскрыл местоположение других Зимних Солдат. Они вместе отправились в Сибирь, там их догнал Тони Старк. Зема показал видео, где Зимний Солдат убивает Говарда и Марию Старк. Старк обезумевает от ярости, начинается жесткая драка, Старк уничтожил протез Баки, но Барнс и Стив, работая в связке, смогли одолеть его. Роджерс оставил щит, отказавшись от звания в знак уважения к боли Тони. В это же время Тчала узнает правду, останавливает Зема и предлагает помощь Барнсу. Баки добровольно уезжает в Ваканду и погружается в криосон, пока Шури, это если что сестра Черной Пантеры, работает над его лечением. После успешного излечения он наконец-то был свободен от программирования и от прошлого. Теперь его знали как Белого Волка. Жители Ваканды приняли Баки
Баки Барнса как одного из своих. После всего пережитого он нашел здесь не только убежище, но и возможность начать с нуля. Его тело восстановили, разум очистили от программ Гидры, и впервые за долгие годы он почувствовал себя свободным. Правда, если вы смотрели фильм Марвел, то знаете, что спокойствие оказалось недолгим. Когда Стив Роджерс и другие Мстители прибыли в Ваканду, чтобы подготовиться к наступлению Таноса, Баки не мог остаться в стороне. Он воссоединился со Стивом, взял в руки оружие и вновь вступил в бой не как зимний солдат, а как воин, сделавший выбор. Но даже объединенные силы Мстителей, армии Ваканды и Стражи Галактики не смогли остановить безумного Титана. Танос получил последний камень, щелкнул пальцами, и Баки исчез, став одной из бесчисленных жертв. Прошло 5 лет. Халк щелкает пальцами, и Баки возвращается. Сражение с армией Таноса стало моментом истины для всех, кто вернулся. Баки сражался наравне с остальными, а когда все закончилось, он был рядом, когда Стив отправился назад во времени, чтобы вернуть камни бесконечности. Именно Баки первым заметил старика, сидящего у озера. Он сразу понял, это Стив. Старый, уставший, но наконец-то свободный. Баки не стал подходить. Он понял, что этот момент принадлежит не ему. Он жестом позвал Сэма и наблюдал, как Капитан Америка передает щит новому герою. Баки хоть и был официально помилован за свои действия как зимний солдат, он все еще жил с кошмарами, прошлое не отпускало, и чтобы хотя бы частично загладить свою вину, он должен был либо извиниться перед теми, кому причинил боль, либо помочь властям найти тех, кого сам когда-то защищал. Один из тех, с кем он установил связь, пожилой японец по имени Йори Накаджима. Баки приходил к нему как друг, но на самом деле как убийца, ведь много лет назад по приказу Гидры он лишил жизни его сына, и эта правда тяжело давила на него каждый день, когда он садился пить чай с Йори. Прошло 6 месяцев с момента возвращения и битвы с Таносом. По телевизору Баки увидел то, что шокировало его до глубины души. Новый Капитан Америка. Но не Сэм. Тот отказался от щита. Баки сразу же поехал к нему, обвинив в предательстве воли Стива, но Сэм не захотел об этом говорить. Тем не менее, когда появилась угроза в виде террористической группы Flag Smasher, Баки не смог остаться в стороне и присоединился к Сэму. Вместе они отправились перехватывать украденную гуманитарную помощь, но вместо заложников их ждали суперсолдаты во главе с Карли Моргентау. Бой был тяжелым, и победить удалось лишь благодаря вмешательству нового капитана Джона Уокера и его напарника Лемара Хоскинса. Баки сразу почувствовал, с этим новым капитаном что-то не так. Уокер хотел видеть в Сэме и Баки своих союзников, но те отказались. Баки предложил другой путь — отыскать последнего, кто мог знать правду о происхождении новой сыворотки суперсолдата. Так они отправились в Балтимор к Исайи Брэдли, первому черному суперсолдату, о котором никто не знал. Но Брэдли не захотел говорить. Для него сыворотка была не подвигом, а клеймом. Над ним проводили эксперименты, его унижали и бросили. Баки понял. Правду скрывали слишком долго. Когда Баки и Сэм вышли из дома Брэдли, их тут же остановили полицейские. Те посчитали, что Сэм угрожает Баки, и только поняв, кто перед ними, отступили. Но Баки тоже оказался небезупречным. Его арестовали за пропущенную терапию. Позже его освободили, но только после обязательного визита к психотерапевту. На этот раз вместе с Сэмом. Там произошел их самый откровенный разговор. Баки признался, что если Стив ошибся в Сэме, то, возможно, он ошибся и в нем. И именно это его больше всего и пугало. После этого они вновь столкнулись с Уокером, который хотел, чтобы они работали на него. Но Баки отказался. Он не собирался больше быть чьим-то оружием. Вместо этого он предложил Сэму встретиться с человеком, который знал больше всех о тайнах Гидры, с бароном Гельмутом Зема. Сэм нехотя согласился, и они отправились в Германию. Баки лично встретился с Зема и дал понять, старые методы больше не работают. Зема попытался активировать его кодовые слова, но Ваканда стерла в Баки эту личность. Триггеров больше не было. Баки организовал побег Зема и привел его на встречу с Сэмом. Несмотря на недоверие, Сэм понял, у них нет выбора. Зема повел их в город Мадрипур, криминальное сердце мира. Там Баки вновь стал зимним солдатом, но только на вид. После перестрелки в Мадрипуре Баки, Сэм и Зема оказываются в бегах. Их находит Шерон Картер, теперь уже вне закона после помощи Стиву во время провала Соквианских соглашений. Она рассказывает, что именно она была снайпером, который спас их, и предлагает сделку. Она даст им информацию о докторе Нагеле, разработчике новой сыворотки суперсолдата, если Сэм поможет очистить ее имя. Шерон приводит их на заброшенную судоверфь, где скрывается лаборатория. Нагель признается, он создал 20 флаконов на основе крови Исайи Брэдли. Сыворотка дает силу, не изменяя внешность, но все образцы украла Карли Моргентау. И прежде чем можно было задать еще вопросы, Зема достает пистолет и хладнокровно убивает ученого. Сэм и Баки в шоке. Они сбегают из лаборатории, которую тут же атакуют охотники за головами, и укрываются в одном из тайных домов Зема в Латвии. По дороге Баки находит Кимайо, а это, если что, вибраниумовая бусина. Он понимает, за ними пришли Ваканда. Он отходит от группы и встречается с Айо, которая требует немедленной передачи Зема за убийство Чаки. Баки просит 8 часов, чтобы закончить начатое. Айо соглашается, но сдержанно. Пока время идет, они получают наводку на похороны одной из активисток Flag Smasher'ов. Зема, раздавая детям конфеты, узнает место церемонии. Туда направляются Сэм, Баки, Уокер и Хоскинс. Сэм пытается поговорить с Карли, но Уокер не выдерживает и вмешивается. Начинается бой,
бой, Карли убегает. Зема настигает ее и уничтожает часть флаконов с сывороткой, но один флакон Уокер незаметно присваивает себе. Зема получает удар щитом по голове и теряет сознание. Позже в доме Зема появляется Дора Миладжи. Уокер требует выдать беглеца, начинается драка, унизительная для нового капитана. Айо без труда отключает руку Баки одним движением и этим напоминает, что Ваканда все еще не прощает его, а Зема в суматохе исчезает через свой потайной ход. В это время Карли начинает действовать жестче. Она звонит сестре Сэма и угрожает. Сэм пытается договориться с ней, но Уокер снова врывается в ситуацию. Баки и Сэм обнаруживают, что Уокер уже принял сыворотку, и в драке Карли убивает его напарника Лимара. Это становится точкой невозврата. Уокер в ярости догоняет одного из флагов смешеров и прилюдно забивает его щитом до смерти на глазах у толпы и камер. Сэм и Баки видят это и понимают, Уокер больше не капитан. Они вдвоем выходят против него, сражаются, чтобы отобрать щит, и победив, ломают Уокеру руку, чтобы забрать символ, который тот осквернил. Позже Баки находит Зема у мемориала в Соковии. Тот готов умереть. Баки поднимает пистолет и спускает курок. Холостой выстрел. Он бросает патроны на землю, показывая, что он больше не убийца. Его больше не контролирует чужая воля. Зема забирают Дора Миладжи и увозят в тюрьму. Айо предупреждает Баки, что в Ваканде он теперь нежеланный гость. Но в знак уважения они передают ему кейс. Баки отправляется в Луизиану к Сэму, там он вручает ему кейс и остается, чтобы помочь. Вместе они чинят старую семейную лодку Сэма. Это, если что, не просто работа руками для Баки, а восстановление. Баки начинает отпускать свое прошлое. Он помогает Сэму с тренировками, а Сэм помогает Баки понять, искупление — это не просто борьба с плохими, это помощь хорошим, которым он причинил боль. Баки уезжает, чтобы загладить вину, на этот раз по-настоящему. Когда флэк-смешеры организуют последнюю акцию в Нью-Йорке, Баки возвращается вместе с Сэмом, уже новым капитаном Америка. Они вступают в финальную битву, Баки отбивает заложников, спасает жизни, останавливает безумие, даже Уокер появляется, уже не как враг, а как человек, сделавший выбор. Втроем они преследуют Карли, но финальный выстрел делает Шерон Картер, которой Карли все же не доверяла. После победы Сэм произносит сильную речь. Баки стоит рядом, он улыбается. Его друг стал настоящим капитаном Америка. Возможно, сам Баки впервые за десятилетия чувствует, что тоже стал кем-то настоящим. Он остается с Сэмом и его семьей в Луизиане. Больше не как гость, а как друг. И как человек, который наконец обрел свое лицо, но, видимо, события будущего фильма заставляют его вернуться обратно в игру в который раз. И остается у нас последний и пока скрытый член команды громовержцев. В киновселенной он пока не появлялся, поэтому я вкратце расскажу про его комиксную версию, а также что КВМ, возможно, нам покажет в фильме. Он выглядит как обычный парень по имени Боб, но на самом деле это одно из могущественных созданий во вселенной Марвел. Его история начинается с неудачного эксперимента. Пытаясь воссоздать сыворотку суперсолдата, правительство случайно создало часового, человека, обладающего силой миллиона взрывающихся солнц. Сверхчеловеческая сила, скорость, неуязвимость, полет, телепатия и масса других способностей — все это делает его фактически богом в теле человека. Но за этим скрывается трагедия. Вместе с часовым родилось и нечто ужасное — пустота. Она — его темная половина, разрушительная сущность, которая стремится уничтожить все живое. Сражаясь с пустотой, Боб понял, что единственный способ остановить ее — заставить весь мир забыть о своем существовании, в буквальном смысле. Он стер воспоминания о себе у всех, даже у самого себя. И так начинается оригинальный комикс 2000 года. Простой человек по имени Боб начинает вспоминать, что он супергерой, которого все забыли, и вместе с ним возвращается и пустота. В киновселенной Марвел мы видим Боба, запертого в секретном правительственном объекте. Его рубашка вся в отверстиях от пуль, но он невредим. В трейлере также можно заметить символ S, подтверждающий, что именно Сентри часовой, и похоже, он станет главным козырем в руках Валентины Аллегры де Фонтейн, которая отправит громовержцев на задание, не понимая, с кем на самом деле имеет дело. Скорее всего, сначала его будут пытаться контролировать, но позже осознают, что Боб — это не просто оружие, а человек, разрываемый между светом и тьмой. В комиксах он даже был членом Темных Мстителей, так что не исключено, что громовержцы станут прототипом именно этой версии команды. Вот и подошел к концу наш разбор команды, которую Marvel собирается выпустить на передовую. Громовержцы — это не просто замена Мстителям или отряду самоубийц на минималках, это команда из людей, переживших боль, предательство, потерю, которые не всегда делали правильный выбор, но которым дают шанс, а может и второй, и третий стать чем-то большим. Или наоборот, использовать все это в своих целях. Мы прошлись по каждому из участников громовержцев, от угрозы уровня бога в лице часового до самой загадочной фигуры в костюме
Таскмастера. Мы вспомнили травматичную историю Авы Стар, разбитого героя Красного Стража, двойственную натуру Джона Уокера, внутренний путь Зимнего Солдата и, конечно же, центровую фигуру Елены Беловой, которая по-хорошему тянет все это на себе. Если ты смотришь это видео до премьеры, то поверь, ты уже на шаг впереди всех тех, кто сидит в зале и думает: а кто это вообще такие? Ты теперь не просто зритель, ты знаток. А если ты с нами уже после фильма, то самое время поделиться своим мнением в комментариях. Удивил ли фильм? Как тебе раскрыли часового? Кто оказался твоим любимым участником команды? И главное, хочешь ли ты видеть этих героев снова? И не забудь, это Marvel. Все, что показалось тебе случайным, скорее всего, просто спрятанный задел на будущее. Возможно, мы на старте чего-то по-настоящему масштабного. Ставь лайк, если ты узнал что-то новое, пиши в комментариях, кто из громовержцев зашел тебе больше всего, и делись видео с теми, кто думает, что часовой — это просто чувак в желтом костюме.